Всем привет! На связи CryptoGen. В сегодняшнем ролике поделюсь с вами взглядом в отношении дальнейшего движения цены по биткоин. Данное видео будет полезно трейдерам, которые занимаются среднесрочной, а также внутридневной торговлей. В своем анализе я применяю технический анализ, который включает в себя свечной графические анализы, а также волновой анализ Эллиота. Сразу же хочу сказать, что в случае, если мой анализ будет меняться, я об этом буду писать в своем телеграм-канале. Также я в нем публикую свои потенциально возможные точки входа, ссылка на которые будет закреплена в описании под данным видео. Вход в него стоит абсолютно бесплатно. Подписывайтесь, если вам это интересно. В данном же видео мы с вами разберем текущую ситуацию на рынке, попытаемся определить потенциально возможное дальнейшее движение, то есть либо же рост, либо же нисходящее движение, а также попытаемся определить потенциально возможные точки входа, стоп-лосс и, конечно же, тейк-профиты. Ну что, давайте переходить к анализам. Анализ по биткоину мы начнем с того, что проанализируем свечи на дневном таймфрейме. Переходим на дневной таймфрейм, выключаем все наши рисовалки и смотрим ту свечу, которая по сути закрыла вчерашний день. Вот данная свеча. Мы видим, что свеча является достаточно полнотелой. Предыдущие свечи, я напомню, та свеча, которая у нас закрыла 5 июня, я ее отношу к новостной свече. Следующая свеча, которая закрыла 6 июня, это манипулятивная свеча, по крайней мере я ее к таким отношу. И свеча, которая закрыла вчерашний день, это по сути больше, я бы сказал, свеча медведей, которые показывают, что они присутствуют на рынке. По объемам, объемы у нас все выше скользящей средней. Однозначно сказать, исходя из свечного анализа, какое дальнейшее движение нас ожидает, достаточно сложно. Поэтому давайте переходить на более мелкий таймфрейм, а именно 4-часовой. Включаем все наши рисовалки и будем разбирать ситуацию, в том числе свечи, которые позакрывали вчерашние и позавчерашние дни. Попытаемся, конечно же, определить потенциальные точки входа. Сегодня мы с вами разберем более подробно вот этот отрезок ценового значения. Я его разложу на определенные подволны, которые я для себя выделяю. Также поделюсь своим взглядом в отношении дальнейшего движения. Будет интересно. Итак, для себя на данный момент выделяю волна А, волна Б и волна С. Это внутренняя структура старшей волны X. Более подробно о ситуации, связанной с коррекцией, которая у нас уже идет достаточно долго, в этом видео я рассказывать не буду, потому что видео получится длинным. Мы более подробно сегодня разберем вот это вот восходящее, либо же коррекционное движение и определим его дальнейшее движение. Итак, давайте смотреть более подробно, что у нас имеется на данный момент. Как я ранее сказал, я для себя выделяю определенную внутреннюю волновую структуру глобальной волны X, где у меня идет волна А, Б и С. Волна Б у меня идет обычной тройкой. Мы видим, что здесь идет зигзаг. И сейчас формируется волна С. Формирование волны С достаточно интересное. Волна С может сформироваться также в виде зигзага. Кроме того, волна С может сформироваться в виде плоскости, а также волна С может сформироваться в виде растянутой плоскости. И вот эти вот все три варианта, которые я на данный момент рассматриваю, сегодня мы попытаемся с вами их просчитать. Первый вариант, который я для себя рассматриваю, это вариант в виде зигзага, где у нас идет подволна А, подволна Б и подволна С. Согласно расширению по Фибоначчи мы можем также увидеть, в случае, если у нас формируется зигзаг, ценовые значения, куда может потенциально дойти волна С внутренней структуры более старшей волны С, это значение 21, грубо говоря, $200 за биткоин. Давайте мы ее и отметим. То есть по зигзагу мы понимаем, что у нас цена дойдет до данных значений. Это если у нас волна Б более младшего порядка закончила свое формирование на данных значениях. Давайте посмотрим, что это у нас за значение. Согласно коррекции по Фибоначчи, это значение 0,618. То есть в принципе неплохо, если мы рассматриваем данную коррекцию как зигзаг. Я склоняюсь больше к тому, что коррекция может подзатянуться либо же до уровня 786, либо же уровень 851, а также коррекция может подзатянуться и до уровня плюс-минус 1 к 1, что образует уже не зигзаг, а плоскость. Какая это будет плоскость? Растянутая, либо же обычная? Об этом мы уже узнаем в процессе ее формирования. Итак, касаемо второго варианта. Если у нас все же это плоскость и цена у нас доходит в район плюс-минус 1 к 1. Вот данные ценовые значения, я напомню, давайте мы их сразу же отметим. И с помощью данных ценовых значений будем рассчитывать дальнейшее движение цены. Применяем коррекцию по Фибоначчи, растягиваем сетку и смотрим, куда потенциально может дойти коррекционная волна С более младшего порядка. Итак, волна С может дойти до значения 1 к 1. У нас здесь по сути обычная плоскость. Вот такого вида. Достаточно частая фигура, но не настолько частая, насколько часто является растянутая плоскость. Растянутая плоскость, как правило, у нас доходит до значений уровня 1,5 и уровня 1,618. Предлагаю отметить нам уровень
1 к 1, уровень 1,5 и уровень 1,618. Давайте выделим их сразу же другим цветом, чтобы они у нас не путались. Мы понимаем, что у нас по сути здесь есть определенные уже потенциально возможные точки входа, куда цена может дойти в случае, если у нас здесь формируется действительно та самая волна C. Вчера очень много вариантов перебрал, было очень много мыслей о дальнейшем движении цены. Я ожидаю, если вы помните, снижение цены в район 24 плюс-минус тысяч долларов. Но для того, чтобы нам туда снизиться, нам необходимо собрать определенную ликвидность. Определенная ликвидность для меня это значение 28 плюс-минус 400 долларов за биткоин. То есть я считаю, что все же цена должна дойти до данного уровня и с дальнейшим уже снижение в район 24 тысяч долларов. Есть еще такая интересная особенность, которую мы можем увидеть на другом графике, то есть именно гепы. Геп у нас открыт еще остался на значение 29100 и 29700. Если мы данный геп нанесем на наш график, мы можем его увидеть вот на данных значениях 29100. Это я к тому, что коррекция все же может затянуться еще и повыше. И 29700. Сейчас более подробно мы поговорим об этих гепах. В каком случае коррекция может дойти вот до данных значений? В случае, если у нас здесь формируется более сложная структура, внутреннюю структуру волны C младшего порядка я подразумеваю в виде растянутой волны 3, и она, конечно же, будет у нас пятиволновая. Что-то в этом роде. В случае такого формирования, то какие же значения у нас будут по коррекции Fibonacci? И мы видим, что если с данных значений мы будем корректироваться, мы можем увидеть, что уровень 1,5 и уровень 618 как раз получается в этой же зоне, где у нас есть геп. Как вы понимаете, на данный момент развития событий по биткоин и дальнейшего движения есть достаточно. Больше всего я склоняюсь именно к тому, что нас ожидает определенная легкая небольшая коррекция с дальнейшим восходящим движением. Минимальные цели, которые я для себя выделяю в отношении восходящего движения, это 27 380 долларов за биткоин. И идеальную цель это 28 400 долларов за биткоин. Ну, конечно, у нас есть открытый гэп, который в большинстве случаев должен быть закрытым. Что касается еще одной особенности, которую я для себя выделяю и склоняюсь больше к тому, что мы гэп не будем сейчас закрывать, а закроем уже при восходящем движении, это то, что у нас на данных ценовых значениях имеется трендовая линия, которая удерживает все наше коррекционное движение в определенном ценовом коридоре. Вот данная трендовая линия. Тестировали 29 мая, и я думаю, что мы ее должны протестировать и вот при текущем восходящем движении. Я больше склоняюсь именно к тому, что мы ее протестируем в виде ложного пробития с дальнейшим нисходящим движением. Дальнейшее нисходящее движение я уже рассматриваю именно в район плюс-минус 24 тысяч долларов. Да, вот это вот вся коррекция, которая у нас сейчас происходит, куча волн, куча подволн, внутренних структур, она достаточно сложная, но она имеет место быть, потому что согласно всем расчетам с коррекцией, с расширением по Fibonacci плюс волновая структура, идет очень много совпадений именно того, что вот данный сценарий должен реализоваться. Данный сценарий я имею в виду того, что у нас идет краткосрочное снижение, максимум это в район 25 тысяч. И дальнейшее восходящее движение уже по формированию той самой волны X, завершение формирования той самой волны X старшего порядка, более мелкого, это волна C. По точкам входа входить я буду со значений уровня 1 к 1 согласно коррекции по Fibonacci. Вот данное значение, это район 25-300 тысяч долларов. Плюс-минус стоп я буду ставить чутка ниже 25 тысяч долларов. Я думаю, на 25 тысяч долларов будет достаточно большое количество ордер блоков, где мы, соответственно, соберем ликвидность и пойдем выше формировать продолжение нашей плоскости. И да, на данный момент я склоняюсь именно к тому, что здесь у нас не зигзаг, который мы разбирали в самом начале, а именно у нас плоскость. Повторюсь, вариантов развития событий очень много. В случае, если мой краткосрочный прогноз, который я озвучил в данном видео, будет меняться, я об этом буду сообщать в своем телеграм-канале. На связи был CryptoJin. Остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем удачи, пока.